От чего мы любим вкладыши? Там лучшие микрофоны, они меньше выпирают из ушей, не вызывают некоторых заболеваний, которые могут вызывать внутриканальные наушники. У них нулевая шумоизоляция, что хорошо для безопасности, и их безумно мало моделей, ведь они крайне сложны в изготовлении. YouTube 347, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые емкие обзоры и очень полезные топы. А сегодня для вас я оформлю топ-5 наушников вкладышей из тех, что у меня были на обзорах. И как вы прекрасно знаете, беспроводных наушников вкладышей на рынке почти нет, несмотря на популярность такого форм-фактора. Но 5 хороших пар я все-таки для вас нашел. И кто не подписан, подписываемся. На канале можно выиграть наушники Xiaomi Air 2, умные часы Amazfit GTS и раз в 2 недели фитнес-браслет Mi Band 4. Сразу оговорюсь, все модели, представленные в обзоре, по моему мнению, более чем достойные. Но представлены от худшей к лучшей, по моему мнению, согласно такого критерия, как цена-качество. И на все представленные наушники есть расширенные обзоры на моем канале, а также обзоры сравнения. Ссылки на обзоры будут в описании к видео, вместе с ссылками на их покупку. А теперь начнем. На 5-м месте наушники Tisa iX. И это именно тот ультра-эконом, который можно считать минимальным уровнем. Да, они дешевые, они вкладыши, довольно ощутимые габариты относительно топовых вкладышей, но в ушах эти наушники держатся хорошо. Подкупает в них простая упаковка, белый глянцевый пластик, большой бокс, но не безразмерный. Стоимость всего $19. Наушники могут работать по одному, с YouTube видимой задержки нет, Bluetooth версии 5.0, весят наушники по 4,5 грамма, бокс весит без них 39 грамм. Автономность у них более чем приличная, 3 часа 50 минут. Динамики по 13 мм, вокруг, конечно же, слышно все. Кодек SBC и AAC, на борту защита от воды IPX5, и это значит, вы можете под проливным дождем в них гулять, но опять же только для наушников, не для бокса. Звучание на уровне, но относительно топовых вкладышей звуку не достает объема. Микрофон рабочий, но средненький. В шторке заряд показывают, управление механической кнопкой в каждом наушнике. Громкость наушников менять нельзя, на 5-м месте Tisa iX по совокупности факторов. В первую очередь из-за размера. Они немного больше стандартных и топовых вкладышей и лучше подойдут на средние и большие уши. Для маленьких ушей я бы их не советовал. А так уши хороши за свою цену. Притом эти наушники в моих ушах держатся лучше, чем Apple AirPods. На 4-м месте самые нестандартные вкладыши, которые есть сейчас на рынке. Sabat X12 Ultra. Премиальная упаковка у них мне очень понравилась. Приятный комплект, очень крутая инструкция, красочная на цветном картоне. А допом еще и мешочек для переноски. Быстрой зарядки в них нет. Стоят наушники $44. Bluetooth 5 версии, бьют через 2 стены свободно. На YouTube задержки нет. На борту поддержка кодека aptX. И на 70% громкости они могут вам отыграть, внимание, 7 часов 40 минут. При том, что их можно перезарядить 6 раз от одного заряда вашего бокса. И это сильно. Бокс заряжается только от Type-C. Никакой беспроводной зарядки здесь нет. Защита от воды скромная, IPX3. Под дождем лучше долго в них не гулять. Управление механическими кнопками. Микрофон средненький, но значительно лучше, чем у Tisa iX. Запас громкости просто безумный. Учитывая особую форму, довольно непривычно держатся в ушах. И если их задеть, с легкостью выпадают. Но спасают здесь силиконовые дополнительные фиксаторы, которые идут в комплекте. Хотя в этом и кроется их основной недостаток. С этими фиксаторами Sabat X Ultra в бокс не помещаются и попадают в мой топ только на 4-е место как раз в основном по этой причине. Хотя их звучание мне очень понравилось, и несмотря на то, что на максимальной громкости слушать музыку вы не сможете, шумы, которые появляются на 100%, говорят о серьезных недоработках в девайсе. Еще раз повторяю, что в них мне очень понравились удобные механические кнопки. Уши интересные, своеобразные и достойные. Выделяет их из всего топа в первую очередь то, что это не реплика стандартных вкладышей. На 3-м месте наушники, у которых много имен. И Huawei FreeBuds, и Honor FreeBuds. И есть еще с приставкой Pro с дополнительными функциями. И цены на эти наушники плавают от $80 до $150. И они являются первой удачной попыткой копировать яблочные вкладыши. Мне с этими наушниками не особо повезло. До перепрошивки они у меня шумели, после перепрошивки буквально через 3 недели перестали подключаться без объяснения причин, но качественный пластик, анимация при использовании некоторых моделей телефонов Huawei, качественный звук, и они обладают самой высокой громкостью из всех вкладышей, что я тестировал. Но кто их сможет слушать выше, чем на 80% громкости, это, конечно,
конечно, еще тот вопрос. Я бы хотел увидеть этого человека. Целесообразность такой громкости по мне нулевая. Из плюшек на борту в ушах Bluetooth 5 версии и беспроводная зарядка. Неплохой микрофон тоже в наличии. Но по мне в шумных местах он справляется хуже, чем даже Tisa iX. Может быть, мне просто не повезло конкретно с моими наушниками, они были с браком. Ножка, лебединая шея, качественный пластик и море расцветок. Звучание качественное, задержки нет. Родной кодек у наушников с телефонами Huawei отрабатывает просто на отлично. Быстрая зарядка ушей есть. Достаточно их 20 минут продержать в боксе и 100% заряда уже в наушниках. Сложно вытаскивать наушники из бокса, глянцевые, скользкие, с отличными магнитами. В итоге получается, что вы их еле вытаскиваете и зацепиться очень сложно. Но шумы, автономность 3 часа и странный дизайн не оправдывают их цену на 100%. Опять же, это мое мнение, поэтому только третье место. Второе место Xiaomi AirDots 2. И так высоко они исключительно по причине соблюдения ими баланса стоимости и качества. Стоимость в $58 максимально оправдана здесь, по моему мнению. Наушники идут с Bluetooth 5 версии, анимацией с телефонами на MIUI 11, беспроводной и быстрой зарядки здесь нет. Но вход Type-C, цвет только белый, пластик матовый. Внешний вид излишне габаритный. Но по моему субъективному мнению и с моими девайсами у этих наушников лучшее качество звучания из вкладышей, которые у меня были. 14-мм динамики отрабатывают здесь на все 100%. В наушниках здесь нет официальной защиты от воды, но я их топил и они все еще работают. Все как с AirPods, скорее всего официально защиты нет, а она есть. Управление удобное, тапы на наушниках на MIUI 11 можно еще и программировать. Нереально крутой микрофон для этой цены, отсутствие задержек на YouTube, но по мне слишком большие габариты, не очень хорошая сборка и заточка под Xiaomi-шные телефоны дает им только второе место. Плюс после появления первых отзывов на эти наушники среди купивших, хочу добавить, что с некоторыми телефонами играют они ужасно. У меня это был Redmi Note 7. Лучше покупайте после того, как кто-то из ваших знакомых, либо кто-то на YouTube протестировал данные наушники конкретно с вашей моделью телефона. Я могу сказать, что они отлично играют с Redmi Note 8 Pro, Huawei P20 Pro и iPhone 7 Plus. И плохо они проигрывают музыку с Redmi Note 7. Возможно, это проблема моего конкретно гаджета, но чтобы вы знали, на данный момент для меня это факт. Первое место занимают Apple AirPods. Вторые или первые AirPods, неважно. Особой разницы нет. Во вторых AirPods появилась еще беспроводная зарядка, как вы знаете. Да, они $200, но они самые маленькие, у них лучший микрофон, 5 часов автономности за 10 минут зарядки, и они, как ни печально, являются законодателями мод в мире ТВС вкладышей. Как мы знаем, они не особо боятся воды, во всяком случае я не знаю тех, у кого они утонули, и после того, как я в своем ролике на их обзор упоминал о том, что у них нет влагозащиты, я получил несколько сотен сообщений о том, что у людей они пережили даже стиральную машину, и ни одного о том, что у кого-то они умерли. И не зря это самые копируемые наушники в мире. Не люблю я Apple, но не признавать их лидерство в качестве и инновациях при производстве ТВС наушников вкладышей просто нельзя. Своими безумными ценами они двигают прогресс вперед. На канале есть несколько обзоров, сравнений между некоторыми наушниками из этого обзора. Если вам стало интересно, что я думаю, если сравнивать их лоб в лоб, посмотрите. Наушники-затычки с наушниками-вкладышами я никогда в обзорах сравнивать не буду. Для тех, кто не совсем понимает разницу между затычками или вкладышами, на пальцах, напомню, внутриканальные наушники вводят в ушной канал на некоторую глубину и полностью затыкают ухо, обеспечивая отличную звукоизоляцию от внешних шумов. Принципиальное отличие внутриканальных наушников от вставных вкладышей заключается в том, что затычки герметизируют ушной канал, поэтому звуковые колебания передаются по изолированному от атмосферы воздушному столбу. Основной недостаток наушников затычек — это несколько ограниченная передача верхнего диапазона частот. И мораль всего сказанного, вероятность того, что самые простые ТВС наушники затычки будут хуже, чем вкладыши, практически минимальна. Опять же, если эти затычки более-менее качественные. А про болезни, чтобы вас не пугать, скажу кратко. Вставляя в ухо любой объект, ваш организм будет реагировать увеличенным производством ушной серы. Это такая защитная реакция от увеличения популяции бактерий во влажной среде. Очистку ушного канала рекомендуется делать регулярно, особенно если вы пользуетесь подобными ТВС наушниками. Резюмируя сегодня советом, относитесь к гаджетам с умом. Это те вещи, с которыми вы взаимодействуете круглосуточно и постоянно. От вашего выбора всегда зависит ваше качество жизни. Не забываем, что на канале есть несколько топ
топов, есть топ-5 кроссовок от Xiaomi, есть топ-10 наушников затычек до $20 США, есть топ-10 наушников затычек до $50 США. Посмотрите, там только хорошие девайсы, при том, как я считаю, задешево. Подписывайтесь с колокольчиком, смотрите обзоры на товары, которые вас интересуют, спрашивайте в комментах, если остались вопросы, и пишите, что еще мне купить на обзор и рассказать вам. Спасибо за просмотр, девайсу да или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!